Приветствую всех своих подписчиков. Немножко тут были кое-какие дела, чуть-чуть с видео как бы притормозил, не было времени совсем заняться, но тут вот еще подписчик меня попросил протестировать для его проекта одну вещь. Вот я заодно тут вот снял видео и показать, и хочу остановиться на моментах настройки вот этих последних моих переделанных инверторов. То, что такой по самой простой схеме сделаны были, вот в последних видео можно все посмотреть. Вот эти два инвертора, переделанные в индукционную печь, мостовой и полумостовой. Вот я вот сейчас их дорабатываю, как бы на них все и пробую. И тут он меня попросил вот проверить под их проект, подойдет или не подойдет моя печка такая. Вот. Ну я сейчас там в двух словах вам объясню, что я тут делал. Ну и по ходу буду объяснять, ну как обычно, на что обратить внимание, вот какие-то тонкости настройки, подстройки, потому что, как я и раньше говорил, всегда говорю, вот то, что вот я показываю переделанную печку, она, желательно ее отстраивать под конкретную задачу. Вот если хорошо отстроить под конкретную задачу, тогда все вообще работает идеально. Ну сейчас я вам это дело и покажу. Ну смотрите, что у меня здесь сегодня получается. Вот такую трубу прислал мне подписчик. Это нержавейка. 105 у нее внешний диаметр миллиметров, 4,5 миллиметра стенки. Вот. Фактически почти не магнитится, очень-очень слабо магнитится. Вот. Сплав не помню, какой он мне называл, но не суть дела. Вот. Вчера я пробовал ее тестировать. Вот внизу в уголочке видео идет. Да, тут у меня как бы индуктор был 4 витка, диаметр 170. Вот, я попробовал, грелось плохо и перегревались транзисторы очень быстро. Вот, поэтому я вот тут чуть-чуть подумал, и сегодня немножко по-другому. Хотя токи те же были, выставлял я до где-то 15 ампер. Вот, соответственно, труба, ну, так себе грелась, но что мне не понравилось, перегревались, конденсаторы грелись посильнее и перегревался транзисторы, в защиту уходили. Сегодня я перемотал индуктор, сделал 5 витков, поменьше диаметр, сейчас диаметр 125 здесь, но видите, не сильно расстояние, небольшое. Вот, и попробовал, все работает вообще очень хорошо. Значит, получается, что реально 3-3,5 киловатта работает продолжительное время. Я вот сейчас вам покажу. Я пока так вот вам объясняю, что к чему тут. Значит, где-то 3-3,5 киловатта я вот так держал. Транзисторы холодные, все, ничего не перегревается. Видите, как я и раньше говорил, что для нормальная работа, вот печек, то, что вот я вот делаю, как бы вот, ну, для себя тут вот такие, их нужно отстраивать под конкретную задачу. Если правильно все согласовать, все работает очень хорошо. Если начинают греться транзисторы, значит где-то неправильно что-то согласовано. Вот. Но поскольку тут вот в данной конструкции тут больше менять ничего не получается, конденсаторы стандартные, это стандартное, все стоит 40-амперные, я их не менял. Тут, вот. Соответственно, тут вывод такой, что нужно думать над индуктором. Вот. В результате получается, что для нержавейки нужно максимально близко витки мотать к самой нержавейке. Тогда все будет и нормально греться, и транзисторы будут холодные. Я к чему это говорю, что я вам показывал, там вот тигель свой из нержавейки, я его тоже как-то пробовал вставлять в печку, в индуктор, который отстроенный чисто под графитовый тигель. Вот, графитовый тигель греется идеально, нержавеющий тигель туда вставляешь, он просто еле-еле греется, при этом начинает перегреваться транзисторы и все. Соответственно, тут такой вывод, что под нержавейку вот, нужно немножко это дело все, индуктор подгонять.
Вот. Ну и по этой же причине я потом еще в следующих видео покажу, буду делать. По железу меня очень много спрашивают. Я попробую отстроить вот этот же вот аппарат. Он пока у меня тестовый, вот этот простой. Вот, и чисто на железо. И посмотрим, до какой температуры можно будет разогреть железный тигель, если под него, не тигель, а вот, ну, железную болванку, да, до какой температуры можно разогреть, чтобы не перегревались ни транзисторы, ничего. Тут кое-какие соображения у меня есть, но это на будущее. А пока, ладно, поехали. Вот сейчас покажу, что у меня тут получилось в итоге. Я тут вот временно резистор постройки частоты выпаял, тут подгоняю все, но это пока так тестово. Но вот я сейчас погонял, ну, очень быстро, где-то за 3 минуты 400 градусов вот на этом участке уже есть. Мощность выставил 3,3 киловатта, при этом транзисторы не греются, все нормально работает. Сейчас покажу. Ну, не знаю, до какой температуры разогреется. Вот. Ну, вот так продолжает греться. В принципе, все работает стабильно. Видите, можно, в принципе, если так вот все согласовать, то будет нормально работать. Я тут все думал, почему у меня транзисторы греются иногда. Вот смотрите, какая интересная вещь. У меня сначала было 4 витка, диаметр больше здесь, да, вот этого индуктора. И транзисторы грелись. И именно одно плечо почему-то грелось при работе, при тех же нагрузках. Вот 3 киловатта. Вот. Но поскольку в высокие частоты резонанс уходил, у меня подстроечный был не подстроен, и приходилось от низких подходить к резонансу с низких к высоким частотам. Вот. Получается, что при таком подходе от низких к высоким все-таки что-то влияет на транзисторы, и они греются. Сейчас вот я перепаял резистор, увел постройку частоту туда выше к высоким частотам и подвожу от высокой к низкой, и все стало нормально сразу. Ну и соответственно тоже, поскольку нержавейка, она нагрузку на резонансный контур небольшую дает, но она не магнитная почти, она чуть-чуть магнитится. Вот. Соответственно, поближе смотал индуктор, чтобы это поближе витки были, и еще, ну, длина трубки осталась та же, но получилось, что витков стало 5 теперь, потому что, ну, я диаметр уменьшил, это все приблизил, соответственно, в принципе, частота осталась та же, так у меня на 4 витках, и когда большой диаметр был, работала где-то 57 кГц, сейчас вот 66 кГц, вот она работает и нормально греется. Сейчас вот я погоняю и потом еще покажу, что получается. Вот, включил. Смотрите, 2,9 киловатта здесь у меня, да, 12 ампер. Ну, токи растут по мере прогрева. Положил сюда бумажку просто, чтобы где-то это градусов 400 она почернеет. Пирометр не меряет, отражает от металлической поверхности. И пытался пирометром мерить, показывает какую-то ерунду, поэтому вот сложно определить температуру. Но сейчас попробую разогнать ее, чтобы, ну, начнет когда краснеть, тогда будет понятно, нержавейка краснеет там где-то градусов 900. Просто мне подписчик сказал, что где-то нужно до 800 градусов, чтобы разогревало. Просто тут у меня все так, я все контролирую, поэтому ничего не прикручено, вот отвалилась крышка. Ну, смотрите, пару минут, все, вот почернела бумажка, все, тут градусов 400 есть уже. Вот у меня припой, он 350 градусов, у него температура плавления. Я им конденсаторы паяю. Ну вот, он плавится, видите. Фактически 400 градусов сейчас есть. Это нагрелось, получается, за 3 минуты. Вот, ну грею дальше. Вот, ток растет. Там 3 киловатта, сейчас 13 вот ампер. В принципе, можно больше. Я просто, ну так, побаиваюсь еще. Кратковременно до 20 ампер я подымал. В принципе,
Но поскольку тут 40-амперные транзисторы стоят, как-то боязно поднимать выше. Ну и транзисторы заказал. Вот, на всякий случай. Но они месяц идут, поэтому сейчас как-то не хочется все пожечь. Вот. Но пока, видите, все хорошо. Так что вот эти две последние модели, полумост, то, что я показывал, и вот эта мостовая вот, отлично работают. Главное вот под них все отстроится вот уже вот здесь. Вот эта часть уже нормально, все там, как я сказал, там и 18 конденсаторов по 0,3, в принципе, достаточно. Здесь только варьировать нужно индуктором, в зависимости под какие цели настраиваешь. И отстраивать подстройку частоты как раз, чтобы она ходила от высокой к низкой, вот к резонансу подходить, и будет все нормально. Сейчас на 66 килогерцах работают, так что транзисторы нормально работают на этой частоте. Я думаю, что даже на 80 и на 90 они будут работать, если вот здесь все правильно отстроить с этой стороны. Ну, пока так. В принципе, вот эта часть уже потемнела. Ну, тут светло, сложно сказать, она покраснеет, не покраснеет. Ну, подождем чуть-чуть. Мне главное посмотреть просто у подписчика в его проекте. Они должны работать, инвертор должен работать долго, постоянно греть вот эту трубу и поддерживать определенную температуру. То есть включаться, выключаться на определенном вот температуре. С индукционным нагревом это сделать гораздо проще, потому что, как я показывал, вот вывод у меня здесь есть под педаль. Вот сюда же можно завести и датчик температуры, который будет включать инвертор и отключать инвертор. И будет стабильная температура этой трубы. Ну и, конечно, воду надо обязательно подключать. Вот здесь очень удобно все. В принципе, трубки холодные. Успевает. Помпочка маленькая, у меня совсем маленькая 3-ваттовая помпочка гоняет. Но я показывал, там у меня бак стоит вот снизу, 30-литровый, вот большой. И на дно опущена помпочка вот с водой. Ну вот так вот все работает. Тут просто про микрошу говорили, мне схемку прислали, там посмотрел я. Ну, в принципе, аппарат ничего, но он собран по автогенераторной схеме, там немножко. И я не знаю, возможно ли на микроше, вот, который продается, вот микроши, там, менять индуктор. Вот на такого размера индуктора большие. В принципе, вот то, что я для себя тут вот печки делаю, то, в принципе, это возможно. Получается, что можно подогнать и под какие-то большие задачи. Ну, конечно, оптимальнее было бы все вот это, ну, поскольку здесь нужно большой участок прогревать, все это мотать не 10-й трубой, а 12-й, а то и 15-й. Тогда участок прогрева будет больше, добротность контура будет выше, охлаждение будет лучше, и КПД повысится этой установки. Но, во всяком случае, вон 3,1 киловатта работает уже где-то... Ну, минут 10, да, у меня работает сейчас. В принципе, все стабильно. Температура внутри инвертора тоже стабильная. И транзисторы, и конденсаторы. Обдува хватает. Хотя радиаторы, сейчас я вам покажу. Вот я из мостового упал. Вот радиаторы вот такие маленькие. Просто если для серьезных задач и что-то большое греть, то надо увеличивать радиаторы. Ну, хотя бы раза в 3. Тогда будет вообще все отлично. И транзисторы, даже если при каких-то режимах начнут греться, будут успевать охлаждаться. Вот этого, конечно, мало. 3 киловатта, 3,5 киловаттов, ну, вполне вот хватает вот такого радиатора. Поскольку, когда правильно отстроено, транзисторы почти не греются. И еще один нюанс по настройкам, когда я заметил. Конечно, вот смотрите, конденсаторы вот эти, ну, они не греются, там хороший обдув, в принципе, тепленькие, но не горячие. Вот, они 630 переменка и 1200 постоянка. Вот. Это при емкости, когда их 18 штук по 0,3.
Если их сделать, как я раньше делал, там на 3, где-то штук 12, то на них будет выше амплитуда напряжения при резонансе, и они греются сильнее, не хватает вот этого запаса по напряжению. Когда емкость больше, они не успевают полностью перезарядиться полностью, как бы, то, что там амплитуда, там высокая очень. И получается, что вот в данном моменте, вот как сейчас все работает, на этих конденсаторах амплитуда резонанса всего где-то 250 вольт. Вот, поэтому я и ушел в сторону увеличения конденсаторов. Вот, это лучше. Допустим, если нужно, я так для себя думаю, пока я попробую потом, железо греть, вот под железо нужно еще больше увеличивать емкость, да, и уменьшать индуктор. У него индуктивность будет меньше, и когда железо вводится в индуктор, то у него не будет так сильно влиять, когда индуктивность индуктора будет маленькая, а при этом токи будут очень большие и сконцентрированные. И железо должно греться лучше, и не такие перепады будут при переходе точки Кюри. Ну, вот пока у меня такие вот тут наблюдения, но хорошо работает. И я вот показывал, смотрите, вот этот трансформатор, вот он стоит. Он родной, я даже не перематывал первичку, она алюминием намотана, так что если сюда нормальным лицендратом намотать, увеличить радиаторы, вот, и поставить какую-то автоматику, чтобы, под какие-то задачи свои, и будет все отлично. Ну и еще можно, конечно, добавить электролитов. Вот у меня тут электролиты я 3 штуки добавил. Вот, у меня сейчас где-то электролитов получается там и тут где-то 2500 микрофарад общие электролиты стоят, да, это на 2,5 киловатта. Соответственно, если больше нужно поднимать, то, конечно, нужно электролиты увеличивать еще. Ну, смотрите, 20 минут, свет погасил, труба красная, и отсюда красная, и там видно, что красный участок. Но тут еще, 3,2 киловатта, 14 ампер. Тут еще отсюда прилично дует, продувает вперед, на трубу дует, поэтому она, теплоотвод большой, не очень хорошо. Но, в принципе, уже температура очень приличная здесь. Поскольку это нержавейка, на ней не так ярко видно вот это, что она красная, но она красная. Вот, и достаточно быстро. Ну и при этом вот этот вариант инвертора переделанного, как я показывал, что полумост, что мост, там у меня на канале можете все посмотреть, как и что я делал. Максимально бюджетно, и в принципе можно подогнать под любую задачу. Ну так, поскольку все-таки здесь сам принцип и сама идея вот этого компоновки построения, в принципе, нормально работает и достаточно бюджетно. А по улучшению, да, можно улучшать. Трансформатор, поскольку он родная обмотка стоит, алюминием намотана, можно перемотать на лицендрат нормальный. Вот сейчас так. Чуть-чуть увеличить радиаторы, что они там совсем малюсенькие, их в 2 раза хотя бы больше увеличить, да. Конденсаторы нормально справляются. Транзисторы даже вот при 3,5 киловаттах, они тепленькие, но не горячие, не перегреваются, обдува хватает. Это мостовая схема. Вот. Электролитов можно еще добавить, и в принципе будет очень приличная печка для каких-то вот своих целей и задач. Ну вот как-то так вот я потестил. Мне сейчас главное, просто сейчас стоит, она такая красная стоит, мне нужно протестить транзисторы, так как у подписчиков в проекте это должно работать часами. Ну, как я сказал уже, поддерживает температуру определенную в трубе, поэтому вот такой вариант
пока нормально все работает. Но следующим вот этапом, у меня очень много подписчики спрашивают про именно железо, чтобы ковать какие-то там, ну, там до 30-ки, до 40-ки пруты металлические. Можно ли это сделать? В принципе, я тут так подумал, есть кое-какие соображения. Вот время чуть-чуть появится, и тут детали появятся у меня. Я вам покажу, есть идея, как под железо, чисто под железо отстроить. Потому что вот то, что я показывал, вот этот инвертор, который, как я переделал, я их в основном переделал под графитовые тигли для плавки. Там все нормально, вот в том варианте, как я показал, оно с графитовыми тиглями работает отлично. При там 2 киловаттах разогревается, ну, тигель, ну, за 5 минут, значит 10 минут и плавка там до 2 килограмм меди легко это можно сделать за 10-15 минут. Ну, вот такие пока результаты. Ну вот пирометром, но он врет, тут вот смотрите, вот тестирую, да, что он показывает тут. (916, 957, 920, 800). Ну как наведешь, он от металла неправильно показывает. Ну, короче, градусов 900 здесь есть уже реально. Ну и судя по цвету, да, тут уже нормально. Ну все, 50 минут отработала. Сейчас посмотрю, что у меня там с температурой внутри. Все, выключаю и включаю свет. Ну что, все выключил, свет включил. Сейчас посмотрим, что такое. Ну, ребят, транзисторы, можно сказать, холодные, градусов 30, 30, 36. Вот рукой еле-еле тепленькие. Конденсаторы тоже такой же температуры. Трансформатор чуть-чуть погорячей, но тоже. Ну, короче, все. Вот диодный мост. Вот он из всего самый горячий, вот этот диодный мост, который, ну, он горячий градусов 40, наверное, а то поменьше даже. Ну вот так. Дополнительные мои конденсаторы нормальные. Эти конденсаторы холодные тоже. Так что, ну вот, все в принципе отработало нормально. Здесь, видите, синяя побежалась, тут желтая. Вот. Ну вот так. А вода у меня, вот банку я показывал, не знаю, будет видно, не будет видно. Вот такая большая банка у меня, да. 30 литров, квадратная, нержавейка где-то миллиметровой толщины. 30 литров. Вот у нее температура вот за 50 минут где-то тоже градусов 35, вот так по ощущениям, не больше нагрелась. Поэтому, индуктор холодный, вот он, я не выключал, помпа работает. Это с учетом, что тепло на индуктор идет. Так что, в принципе, при продолжительной работе, у меня тоже многие спрашивали, будет ли нормально работать при продолжительной работе. Но если вот все хорошо согласовать, то, видите, все нормально, продолжительно работает. Ну все, друзья, на сегодня все. Вот. Ну, это чисто так, такое отступление. Но поскольку я все равно тут вожусь, поэтому решил все-таки показать, что настраивать надо именно под конкретную задачу. Тогда справится даже вот такой простенький вариант, как вот из последних я показывал. Ну, в общем-то, и все, что хотел показать. Так что всем удачи, не болейте, ну и будьте по жизни позитивны. Пока.